Глава о том, что говорится относительно бедра. Хадис под номером 371. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повел войско на Хайбар, мы совершили утреннюю молитву в предрассветном сумраке поблизости от этого оазиса, после чего пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Тальха сели верхом, а я сел в седло позади Абу Тальхи. Затем пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, быстро проехал по одной из улочек Хайбара, и при этом мое колено касалось бедра пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А потом изар пророка, да благословит его Аллах и приветствует, завернулся, обнажив его бедро, и я увидел белизну бедра пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Вступив же в селение, он сказал: Аллах велик, Хайбар разрушен. Поистине, когда мы появляемся у селений, враждующих с нами, плохим становится утро для тех, кого предупреждали, повторив эти слова трижды. Анас сказал: люди же стали выходить по своим делам, и некоторые из них говорили: явился Мухаммад со своей пятеркой. Анас сказал: и мы взяли Хайбар силой. Когда же были собраны пленные, появился Дихья и сказал: «О пророк Аллаха, подари мне невольницу из числа пленных». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Иди и бери любую». И он взял Софию бинт Хуяи, после чего к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, подошел один человек, который сказал: «О пророк Аллаха, ты подарил Дихье Софию бин Хуяй, которая была госпожей племен Курайза ан-Надир, и которая подходит только для тебя». Услышав это, он велел: «Позовите его вместе с нею». И Дихья привел Софию. А когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взглянул на эту женщину, он сказал Дихье: «Возьми себе любую невольницу из пленных, кроме нее». Она сказал. А потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, освободил ее и сам женился на ней. Сабит спросил Анаса: а что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подарил ей в качестве махра? Анас ответил: ее саму, ведь он освободил ее и женился на ней. Анас сказал: а на обратном пути Суляим приготовила Софию для него и привела ее ночью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Наутро он сказал: пусть тот, у кого есть что-нибудь из еды, несет ее сюда, и расстелил кожаную подстилку, после чего кто-то принес финики, а кто-то еще масло. Один из передатчиков этого хадиса сказал: я думаю, что Анас упомянул также и Савик. Анас сказал: а потом они приготовили хайс, блюдо, приготавливаемое из фиников, творога и муки и топленого масла. Таким был свадебный пир Валима, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Глава. Сколько одежд должно быть на женщине во время молитвы? Икрима сказал: если она. Хадис под номером 372. Сообщается, что Аз-Зухри сказал: сообщил мне Урва о том, что Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала: когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал утреннюю молитву в мечети, с ним часто молились и верующие женщины, которые заворачивались в свои плащи. Затем они возвращались к себе домой, и никто не мог узнать их. Глава о том случае, когда человек совершил молитву в одежде с узорами
и смотрел на них. Хадис под номером 373. Передают со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, что однажды, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился в новой украшенной одежде, хамиса. Взгляд его пал на ее узоры. Закончив молиться, он велел: «Отнесите эту мою одежду Абу Джахму и принесите мне его одежду Ан-Биджания, ибо она только что отвлекла меня от моей молитвы». Хишам ибн Урва передал со слов своего отца, Урва ибн Аз-Зубайра, передавшего от Айши. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда я совершал молитву, я смотрел на ее узоры и испугался, что она станет прельщать меня». Глава. Станет ли недействительной молитва того, кто совершил ее в одежде, на которой имеются изображения креста или иные изображения, и о том, что запрещено из этого числа? Хадис под номером 374 сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: у Айши была тонкая шерстяная занавеска с узорами, которой она отгораживала часть своего дома. И однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Убери отсюда эту твою занавеску, ибо поистине ее изображения все время стоят у меня перед глазами во время молитвы». Глава о том, кто совершил молитву в шелковой одежде, фаррудж, а потом снял ее. Хадис под номером 375. Сообщается, что Укба ибн Амир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды пророку, да благословит его Аллах и приветствует, подарили шелковую одежду с разрезом сзади. Он надел ее и совершил в ней молитву. Закончив же молиться, быстро скинул ее с себя, как нечто ненавистное ему, и воскликнул: не следует богобоязненным носить это». Глава. Совершение молитвы в одежде красного цвета. Хадис под номером 376. Сообщается, что Абу Джухайфа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находившегося в красной кожаной палатке, и я видел, как Билял брал воду, остававшуюся после совершения омовения посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И я видел, как люди бросались к этой воде, опережая друг друга, и те, кому досталось что-нибудь, растирали ее по своим телам. Те же, кому ничего не досталось, прикасались к влажным рукам своих товарищей. А потом я увидел, как Билял взял палку с наконечником и воткнул ее в землю. После чего из палатки вышел пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в одежде красного цвета, подобранной до середины голеней, и совершил с людьми молитву в 2 раката, обратившись лицом в сторону этой палки. И я видел, как люди и животные проходили перед этой палкой. Хадис под номером 377. Передается со слов Абу Хазима ибн Динара о том, что как-то раз Сахля бин Саада, да будет доволен им Аллах, спросили: из чего был сделан мимбар посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Сахаль сказал: сейчас уже не осталось никого из людей, кто знал бы об этом лучше меня. Он был сделан из лесного тамариска, а изготовил его для посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, такой-то, вольноотпущенник такой-то женщины. И когда этот мимбар был сделан и установлен в мечети, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся на него, обратился лицом к Кибле и сказал: «Аллах велик». А люди встали позади него. Затем он стал читать Коран, совершил поясной поклон, и люди склонились вслед за ним. Затем он поднял голову, спустился с мимбара, пятясь назад, и совершил земной поклон внизу.
после чего снова вернулся на мимбар. Там он снова стал читать Коран. Потом совершил поясной поклон. Потом поднял голову, а потом снова вернулся обратно и совершил земной поклон внизу. Вот что мне известно о мимбаре. Хадис под номером 378. Передается со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о том, что однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упал с лошади, и его бок или плечо было оцарапано. Он поклялся, что в течение месяца не станет приближаться к своим женам, и сидел в своей приподнятой от земли комнате, у которой были ступеньки из бревен. Однажды, когда к нему пришли его сподвижники, чтобы навестить его, он помолился с ними, сидя, а сподвижники при этом совершали молитву стоя. И после того, как он произнес слова приветствия, он сказал: «Поистине, имам назначается для того, чтобы во время молитвы другие следовали его примеру. Если он произнесет такбир, то произносите такбир и вы. Если он совершит поясной поклон, то поклонитесь и вы. Если он совершит земной поклон, то совершайте земной поклон и вы. А если он будет молиться сидя, то совершайте молитву сидя». Когда через 29 дней он спустился из этой комнаты, ему сказали: «О посланник Аллаха, ты ведь поклялся, что не будешь приближаться к своим женам в течение месяца». Тогда он сказал: «Поистине, месяц может состоять и из 29 дней». Глава о случае, когда одежда молящегося при совершении им земного поклона касается его жены. Хадис под номером 379. Сообщается, что жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Маймуна, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Бывало так, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал молитву, я находилась перед ним, когда у меня были месячные, и во время совершения земных поклонов края его одежды касались меня». Маймуна также сказала: он же обычно молился на своей подстилке, хумра. Глава. Совершение молитвы на подстилке. Джабир и Абу Саид молились стоя на корабле. Аль-Хасан сказал. Хадис под номером 380. Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, о том, что однажды его бабушка Мулейка, да будет доволен ею Аллах, пригласила посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отведать еды, которую она приготовила для него. Он отведал это угощение, а потом сказал: «Становитесь, и я помолюсь с вами». Анна сказал: «Тогда я подошел к нашей подстилке, почерневшей от долгого использования, и побрызгал ею водой, после чего на нее встал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. За ним встали мы с сиротой, а за нами старуха Мулейка, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил с нами молитву в 2 ракаата, а потом ушел».